Невероятный уровень, невероятную сложность показали нам наши мужчины и в произвольной программе, так же, как и в короткой. Лидером остался Петр Гуменник. Кто бы мог подумать, что у тебя будет такой фееричный сезон. Ты не только всех соперников превзошел, мне кажется, даже где-то и себя превзошел. Ты дал тысячи интервью, я уже не знаю, что тебе еще, что у тебя спрашивать. Мне кажется, ты всю свою жизнь рассказал, никаких серых пятен не осталось. Может, просто поделишься эмоциями от очередной победы? Да, хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом в этом сезоне. В первую очередь родителям, что они меня поддерживали, когда вне тренировочного процесса. Это все-таки основное время. На тренировке ты больше нескольких часов не проведешь. Вот. И остальное время меня родители очень сильно поддерживали. Спасибо, конечно, и тренерам, которые мне технику поставили так хорошо, что я могу спокойно, уверенно, удобно прыгать, не так сильно напрягаясь. Вот. И болельщикам всегда приятно для таких болельщиков выступить, даже когда сил уже не хватает, эмоционально выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает, сразу заряжаешься энергией, чтобы откатать произвольную, короткую, любую программу. У меня к тебе чисто технический вопрос. Вторым элементом ты должен был вкручиваться в четверной, но в воздухе ты каким-то образом почувствовал, что четверной, возможно, не получится, и решил раскрыться на тройном. Как ты это сделал? Это что за чудеса координации? Честно говоря, вот как раз говорил про психологическую усталость. Перед выходом на лед был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Вот, первый прыжок сделал, на второй я непонятно как зашел, что-то в воздухе непонятно что почувствовал, раскрылся в тройной. Очень повезло, что меня ровно приземлило на тройной. Не 3,5, не 2,5. И этот тройной даже по плюсам у тебя остался. Да, и еще и на плюсы, но потому что с таким запасом, с выездом. Вот. Ну, и этот момент позволил мне сразу так включиться. Голова заработала, начал думать, во-первых, смогу ли я в конце повторить еще тройной луц. У меня оставался еще один прыжок для запаса. Вот, я понял, что могу, и дальше, уже зная, как прокатали остальные соперники, я понимал, что дальше ошибок допускать нельзя, надо все делать. И собрался, и сделал. На трибунах мы увидели твоих фанатов, которые были одеты в костюмы двух бананов и кинули тебе диетическую колу. И, соответственно, наверное, тем самым вон фанатам, вот они сидят в желтых костюмах. Ты же, будет, наверное, интересно услышать, чем же ты завтракал перед таким прекрасным прокатом. Ну, завтракал, ладно, я тут просто кашей и сырником в этом Готовьте скейтинг-лаунже. костюмы, каши и сырников. Перед тренировкой не успел. Ну, и я и не планировал получше выспаться. Вот, поэтому здесь уже после тренировки поел. Ну, и с обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, так что я даже целиком его не осилил. Наполовину съел, и этого уже хватило. Хотя, возможно, если бы съел целый, то и луз четверной покорился бы. Твой тренер тоже очень эмоционально всегда реагирует на каждое твое движение на льду. Как твой тренер пережил Олимпийские игры? Такое нервное напряжение. Ну, Вероника Анатольевна, видимо, тоже очень хорошо подготовилась в психологическом плане к играм, потому что там она была совершенно спокойной, по крайней мере, для меня. То есть в моменты, когда мы взаимодействовали, когда она мне исправляла ошибки, давала финальные наставления, она была очень спокойной, тихой, уверенной, и это даже мне передавалось, как ни странно. Уверенность Вероники Анатольевны, не знаю, напускная это была или нет, но она мне тоже помогла. А бывает наоборот? Может быть, в течение сезона какой-то старт вспомнишь, где тебе пришлось приводить в чувство тренера? Да, помню на прокатах. Это я только вернулся с отборочных в Пекине. Тоже был такой на расслабоне. Катал последним произволку, шестым. И на разминке решил, что еще времени будет очень много. И чтобы раньше времени не выдохнуться, как это было в Пекине, там я прям начал за 45 минут разминку, долго разминался, потом на 6-минутке выложился, потом снял коньки, сразу продолжил прыгать, и к своему выходу на лед уже устал. И тут у меня была новая стратегия, не разминаться на полу перед 6-минуткой,
на 6 минутке так поездить, поделать бабочки. И после этого только уже начать готовиться к своему выступлению. Наверняка Тольна не была в курсе. Она очень сильно испугалась и начала говорить, что такое, соберись или снимайся, или катай с тройными. Мне пришлось успокаивать, говорить, что все под контролем, все будет хорошо, Тебе все пришлось сделаю. показывать ей блокнотик со своими математическими записями, что здесь все учтено. Вот здесь вот по уравнению должен быть чистый прокат. Но она мне уже на слово, я думаю, верит, без расчетов. Но сезон на этом турнире не заканчивается. Есть еще и выставочные турниры. Планируешь ли ты в них участвовать? Где и вообще как этот долгий сезон держать себя в фантастической форме? Ну и, конечно же, мы не можем не спросить по поводу турнира шоу-программ, потому что твой фантастический трансформер покорил просто всех. Конечно же, ждали на показательных на Олимпийских играх, но мы очень сильно надеемся, что и в этом сезоне мы увидим его еще раз, и, возможно, даже что-то новое. Какие планы? Ну, выступить на Кубке Первого канала, конечно. Я уже 3 раза подряд его выигрывал. Хочется, ну, как минимум, поучаствовать, показать свою программу на максимум, поддержать всех своих сокомандников, что очень приятно, когда ты можешь прям от всей души болеть за своих друзей. Надеюсь, с Владом опять попадем в одну команду. Вот. Дальше к русскому вызову тоже буду готовиться. Там всегда обязательно нужно новую программу ставить. Вот. И это будет непростой задачей. Постараюсь опять как-то впечатлить, удивить зрителей. Ну, потом будет шоу. Я поеду в тур Этери Тутберидзе. И там тоже буду катать свои показательные. Ну, я открою секрет и воспользуюсь таким случаем, обрадую Петра, что его братан будет с ним в одной команде, потому что хоть команды у тебя не было на Олимпийских играх, теперь она у тебя будет. Противостояние будет 2 столиц, Санкт-Петербурга и Москвы, поэтому все твои друзья-петербуржцы будут с тобой в одной команде. Вот это да, это отличная новость. Спасибо тебе огромное за такой невероятный турнир, за еще одну победу. Очень ждем тебя на следующих соревнованиях и ждем тебя в Санкт-Петербурге. Спасибо, я тоже вас всех жду. Мы будем. Ну, а мы не прощаемся пока, потому что у нас уже готово интервью. Евгения Семененко, смотрим. Евгений, огромное спасибо вам за это классное выступление. А наше общение с вами я хочу начать с цитаты одного из ваших поклонников, который очень понравилось всем болельщикам. Цитирую. «Семененко – это такой оплот стабильности. Его выступление смотришь и не страшно, знаешь, что он все прыгнет и сделает». Вот сегодня глобально все прыгнули и сделали, но было ощущение, что парочку элементов даже не то, что было нужно додержать, а выстоять. Как вы с этим справились? Расскажите. Ну вот, закончился финал, получается. Гран-при России, прокатами доволен. Вот у меня... Вообще я готовил ЛУЦ в произвольной программе, и сегодня утром на тренировке он хорошо получился. Но на разминке что-то немножко не так пошло, и после 6-минутной, получается, подготовки приняли решение, что все-таки Ридбергер. Потому что я его прыгал в течение всего сезона. Вот. Ну и мне кажется, я так хотел сделать этот Ридбергер, что чуть-чуть, наверное, даже больше скрутил. Но это мои текущие ощущения, надо посмотреть на видео. Так ли это было на самом деле? Ну, вот такое первое впечатление. Но рад, что я боролся за каждый балл, считал обороты во вращениях, дорожку старался хорошо выкатать. Ну и в целом 2 проката были в Челябинске удачные. Вы предвосхитили мой второй вопрос, то есть чтобы стало всем ясно. Получается, Ридбергер на 6-минутке мы не разминали, и он оказался первым прыжком в программе, и возможно, именно поэтому он не получился, да? Ну, не знаю, можно ли это назвать причиной. Но вот по моим ощущениям, да, что я как-то его очень хорошо вылетел, попытался прям скрутить, и создалось ощущение, что перекрутил его немножко. Вот. Ну, это вот, как я сказал, нынешнее ощущение на видео, потом я посмотрю, так ли это было. А давайте о приятном. Как вам игрушка ПАД? Я знаю, десятки просто. Мешками привезли ваши поклонники. Я был очень впечатлен. Во-первых, да, что мои болельщики знают,
каких животных я люблю. Преимущественно это тюлени. И какая была моя радость, когда уже сделал финальную позу и уже лежал на льду и видел, как на меня летит такое большое обилие этих чудесных зверей. По сути-то сезон серьезный завершен. Каким вы его для себя видите, какой итог можно подвести? Честно говоря, есть ощущение, что Евгений Семененко способен еще лучше. Ну, прошлый мой сезон был бронзовый, этот я с уверенностью могу назвать серебряным. Надеюсь, что положительная динамика продолжится и в следующем сезоне будет золотой. Пусть это будет хороший опыт, чтобы расти и расти над собой. Спасибо вам большое за выступление еще раз. Вам спасибо. Но у нас в студии уже Анна Щербакова, которая поделится своими впечатлениями о мужском турнире. Анют, как тебе? Ой, эмоции, наверное, переполняют. Я даже просто не знаю, с чего начать, потому что изначально казалось, что сегодня такой тяжелый день. Мы уже ходили по коридорам и шутили, что понедельник день тяжелый, или, может быть, не стоило делать день перерыва между короткой и произвольной, потому что и у девочек очень тяжело шло. Первая разминка мальчиков, как мы все переживали, из проката в прокат за парней. И вот... Да и сами тренеры тоже ходили по коридору и вот прям вот... И ходили и искали глазами, в кого бы упереться, и они вот ходят такие: ой, не знаю, что будет, не знаю, что сейчас будет. Видимо, и тренировки такие шаткие у всех были. Да, вот как-то сложилась тут такая атмосфера, что вот сегодня какой-то такой очень странный день, какие-то необъяснимые ошибки, очень такие то обидные падения, то очень больные падения, которые там даже вот переживаешь, отворачиваешься. И как-то последняя разминка настолько перевернула все с ног на голову, и вообще все вот эти стереотипы и вброшенные какие-то оправдания опровергла, потому что ребята, ну вот мне кажется, что мы за это и любим фигурное катание, потому что, конечно, прекрасно смотреть на лидера, который из раза в раз стабильно, железно, надежно побеждает, но насколько же интереснее смотреть, когда идет вот такая борьба, когда один за другим выдают вот такие прокаты и нету права на ошибку. Каждая ошибка будет стоить тебе места. Мне кажется, вот это та интрига, которую мы все любим, мы все ждем, это двигатель прогресса, когда каждый следующий понимает, что ошибаться нельзя, и нужно выдавать максимум. Ну вот, это просто непередаваемые эмоции. Мне кажется, такого уровня конкуренции у парней давно не было, как будто бы вот только в этом сезоне вся последняя шестерка действительно борется не за то, кто меньше упадет, а за то, кто чище откатается. И даже если посмотреть Женю Семененко, который, ну, он всегда вытаскивает любые абсолютно прыжки, но сегодня именно по марке стоили ему победы, и тем не менее Петя сделал ошибку, но все остальное сделал чисто. Да, я даже когда смотрела, задумалась о том, что все-таки все еще наблюдается цикличность в нашем виде спорта, что, мне кажется, в течение этого олимпийского цикла мальчики все больше и больше внимания к себе приковывали, потому что вот конкуренция, она все нарастала, и все больше интереса вызывала. И вот сегодня мы увидели, что, мне кажется, мальчики прям забрали себе, потому что, ну, если не сказать, что это на данный момент самый интересный вид фигурного катания у нас в России, это соврать. Потому что сегодня какой накал страстей был, это, конечно, невероятно. И я думаю, что да, дело именно в конкуренции, потому что именно она заставляет каждого выдавать что-то вот уже откуда-то из запасов, там 200% возможностей. И даже тот же Петя, безусловно, мы все его уже выделяем на фоне остальных, но ему никто просто так ничего не даст. Он каждый раз выходит и доказывает. И на самом деле им тоже восхищаюсь, потому что держать такую форму весь сезон, на каждом старте идти на 5 четверных прыжков, это, конечно, заслуживает уважения. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, да, Максим? Да, и здорово, что мы стали свидетелями такого сезона у наших мужчин, и это уже не первый сезон. Время подводить итоги, говорить спасибо. Спасибо нашим спортсменам, спасибо Ане Щербаковой, которая украшала нашу студию каждый день с Женей. И спасибо Челябинску за организацию этого невероятного турнира. Впереди церемония награждения. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч.